Дождавшись выхода всех серий первого сезона аниме Кайдзю номер 8, я наконец-то сел за просмотр этого тайтла. Скажу так, анимка оказалась настолько интересной, что когда я ее включил на фоне во время прохождения Вовы, так получилось, что тем самым фоном была Wuthering Waves. Ибо все серии я посмотрел просто взахлеб. Так что погнали начинать данный обзор. Ну а также напоминаю, что почитать свою любимую манху-манхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Аниме Кайдзю номер 8 с первых же секунд повествования демонстрирует, что здешний мир не пестрит радугой, цветочками, магией или же подземельями. Напротив, этот тайтл достаточно мрачен, и его мир наполнен различными устрашающими монстрами, несущими с собой только хаос и разрушение. Эти монстры зовутся Кайдзю. Тайна их возникновения все еще остается неизвестной. Однако спустя десятилетия люди научились им противостоять, сформировав особые отряды сил обороны. Как раз таки стать одним из сил обороны мечтал наш главный герой Кафка Хибина. Уничтожать Кайдзю было его мечтой детства. Вот только все попытки главного героя вступить в корпус обороны из-за строгого экзамена не увенчались успехом. Не сказать, что Кафка был совсем никудышним. Напротив, у него достаточно подготовленное тело, но вот поспевать за своими сверстниками он так и не смог. И спустя кучу многочисленных попыток главному герою стукнуло уже 32 года. Время рассвета сил уже давно прошло, так что Хибина оставил свои мечты в прошлом и начал работать обычным уборщиком. Вернее, как уборщиком. Правильнее было сказать, что ему досталась роль чистильщика. Работяг, которые после уничтожения монстров силами обороны приступают к разделке туши Кайдзю и очистке города от его биологических следов. Честно говоря, должность уборщика — это не то, что многие ожидали от ГГ Сёнэна нового поколения. Впрочем, это тоже достаточно важная и востребованная работа. Однако это было не совсем то, о чем так мечтал наш главный герой. Казалось бы, оставив свою мечту позади, Кафка таки будет всю жизнь ковыряться в кишках монстра. Но все изменилось, когда к чистильщикам присоединился молодой парень по имени Рена, который, так же как и когда-то Хибина, яростно желал вступить в ряды сил обороны и уничтожать Кайдзю. Его юное стремление заставило главного героя не терять последний шанс и все-таки попытать свою удачу. Ведь 32 года это был последний рубеж, с которым все еще можно было вступить в корпус обороны. Однако только все начало налаживаться, только Кафка решил снова пойти на экзамен, как в его тело залезло неизвестное существо, превратившего главного героя в Кайдзю. И не в какого-то низкорангового, а в невероятно сильного, ведь только действительно сильным монстрам выдают порядковый номер. И в итоге новый облик Хибина Кафки получил название Кайдзю номер 8. Лицезрев этот момент, на меня тут же нахлынула ностальгия по аниме с одноименным названием Паразит, что напротив не оттолкнуло меня от просмотра, а наоборот только затянуло еще сильнее, поскольку я давно хотел посмотреть что-то похожее с тайтлом Паразит. Кстати, здесь схожести Кайдзю номер 8 с другими аниме не заканчиваются. Некоторые фанаты токийского гуля могли заметить, что экипировка и оружие, которыми уничтожают Кайдзю, сделаны как раз таки из частей тела Кайдзю, что также наблюдалось и в токийском гуле. Некоторые еще сравнивают данный тайтл с атакой титанов. Видать, тут и там главные герои, обладая силой того, с которым они боролись, будут вершить свое правосудие. Кому-то этот момент с получением силы Кайдзю может показаться слишком легким бафом ГГ, но несмотря на ее наличие, Кафка проходит отборочный экзамен без использования силы монстра, хотя это могло намного упростить поставленную задачу. Однако все равно, сколько бы главный герой не скрывал свою тайну, однажды все равно все тайное станет явным, и уже с этими трудностями ему придется справляться как-то своими силами, ну и не только. Задумка с Паразитом, как вы уже поняли, мне изначально понравилась, и уже только поэтому я продолжу следить за этим тайтлом. Но помимо этого, здесь есть и множество других вещей и вопросов, из-за которых мне действительно понравился Кайдзю номер 8. Во-первых, естественно, будет интересно лицезреть рост силы главного героя, ведь он только начал осваивать мощь своего Кайдзю, и не всегда она подвластна его контролю. К тому же меня не покидает вопрос происхождения этих монстров и почему Паразит не захватил полностью его разум. Ведь никаких препятствий этому, как было в аниме Паразит, не было. Несмотря на, казалось
казалось бы в скобочках неразумных монстров, в этом аниме все же есть антагонисты, имеющие свои планы на этот мир. И за их действиями также будет интересно понаблюдать, ибо по моему мнению именно они и являются разгадкой к происхождению кайдзю. Ожидая полного выхода серии первого сезона, я неоднократно наталкивался на негативные отзывы по поводу рисовки в этом аниме. Но как по мне, рисовка здесь нормальная, а в экшн-сценах, коих здесь приличное количество, анимация достигает высокого уровня. Это, конечно, не уровень Клинка, но все равно очень даже приятно глазу. Касаемо саундтреков и опенинга, тут вообще мое почтение. Фон прекрасно сочетается с происходящим на экране, а впервые заценив опенинг, я подумал, что смотрю какой-то шикарный клип, трек которого я уже добавил себе в плейлист. Аниме действительно вышло отличным и, по моему мнению, способно понравиться многим, поскольку повествование здесь не затянуто, постоянно выдерживает интерес даже вне боевых сцен, а юмор порой хоть и кажется нелепым, но поскольку он крутится вокруг возраста нашего старика Хибина Кафки, лично меня это сближает с персонажем. В целом, Кайдзю номер 8 я бы оценил на 8,5 из 10. Первый сезон получился добротным, главное, чтобы теперь студия с такими же усилиями отнеслась и ко второму сезону, ведь тайтл действительно стоящий. Мангу я еще не читал, но было бы интересно узнать мнение людей, прочитавших ангоинг. Хорошо ли студия адаптировала мангу, или же есть то, что они испортили, или же сделали халатно. И также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.